Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же там нас ждет в ближайшие дни. И я специально к нашему видео не определяю сроков. Даже ориентируясь по вашим комментариям, я знаю, что кто-то из вас пишет, а у меня уже вообще там все это случилось, это мне не новость, это в прошлом осталось. Для кого-то это растягивается на пару недель и больше. Ну, как в нашей жизни. Не все дела мы завершаем, да, что-то же мы и продолжаем. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не проигралось. И такое тоже бывает. Будем реалистами, мои дорогие. Рассмотрим карты как альтернативный вариант развития событий. И помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, маленькие карты с такими рандомно выпадающими значениями. Никогда не знаешь, что тут совпадет. Давайте узнаем. Смотреть буду я, смотрите и вы тоже. Что же там в ближайшие дни? Именно больше о событиях, без какой-то философии, психологии. Нам говорят карты. С чем вы можете столкнуться? Ну, вот явно не новость, как будто это первое значение, и вы переживаете, вы сейчас по поводу вот эти цепи, это сердечная тяжесть, либо это по случившимся, уже произошедшим событиям, которые событие-то закончилось, осадочек остался, и вы теперь анализируете, и хорошо, и в каком направлении дальше это будет развиваться. Да, вот что-то вас тревожит, а именно тревога выпадает. Скрещенные мечи. У кого-то это была ссора, у кого-то, ну, какая-то неоконченная пьеса, когда вы, ну, может быть, имели контакт с конкретным человеком, до чего-то договаривались, а потом все завершилось. Но есть какая-то неопределенность. Ну, давайте посмотрим, может быть, как раз вы эту неопределенность для себя будете прояснять, но вообще это не есть какая-то конкретика или конкретный факт. Это то, что мы думаем, это то, что мы размышляем, рассуждаем, но к делу отношения, по сути, никакого не имеет. Мы можем и подзастрять в этих эмоциях, поэтому будьте реалистами, мои дорогие. Давайте узнаем, что нам тут карты расскажут. Деньги получите в ближайшее время. Или, может быть, ну не так буквально, а кто-то будет озадачен решением финансового вопроса. Но чаще в нашем пасьянсе это действительно деньги приходят, доходят. Или, может быть, вы тут сомневаетесь, знаете, вот эти цепи и вот эти мечи. Может быть, нерешенный какой-то финансовый вопрос, и вы не знаете, как к нему подступиться. Или, проделав уже какую-то работу, вы ждете эквивалента денежного, но как-то, ну, так пробуксовывает эта тема. Не сомневайтесь в себе. С деньгами у вас тоже будет все красиво, хорошо. Пусть даже приходится нам выруливать на обгон, но на каких-то других скоростях или по какой-то другой полосе, или в неожиданных, но где-то и событиях тоже. Поэтому осмотрительному нужно быть, потому что не секрет ведь, что вот эти эмоции нас так дезорганизуют. Любовь у вас выпадает, поэтому, может быть, это по части ваших взаимоотношений, вот такие сомнения, или вы не знаете, что там ожидать от человека, или не все разговоры откровенные между вами и вашей паре произошли. Постепенно вы сами все расставляете по местам. А может быть, для кого-то из вас наоборот. Какая-то история из прошлого возвращается. Смотрите, любовь и одновременно пакет. Конечно, вот этот пакет больше все-таки сургучная печать. Это официальная какая-то, либо бумага. Может быть, буквально какая-то, как документ, который вы получите, важный. Отправляли куда-то запросы или, ну, имели ряд согласований, и теперь тоже ждете, как это в ответе в вашу сторону проиграется. Но есть и любовь, поэтому у кого-то это известие от родственника, от любимого человека. Или в целом вы получаете какую-то бумагу или согласовываете что-то, подписываете контракты, договоры, соглашения, и для вас это радость. Иногда, пусть называется любовь, но это ведь добрые такие, более позитивные эмоции. Поэтому какие-то документы, может быть, вот, кстати, у кого-то согласование, когда вам придется пройтись по чиновникам, по каким-то инстанциям.
может быть, учреждением образования даже, ну, кто знает. Тут у каждого что-то свое. Радость у вас, мои дорогие, правда, радость будет. Гоните прочь все сомнения. Не устраивайте себе глубокую философию на мелком месте. Здесь нужно быть реалистами, особенно теперь в наше время, потому что все будет меняться. Какая-то прежняя стратегия, тактика, явно она и у нас не будет срабатывать. Как минимум, придется нам вносить коррективы. Поэтому, ну, знаете, как внутренний какой-то фон или напряжение вы сами себе создаете совершенно напрасно. Тут для вас что-то складывается в более красивый узор. Или для вас, может быть, и приходят какие-то возможности неожиданно, но это для вас больше плюсов, больше бонусов каких-то. Мы не всегда, кстати, умеем радоваться, когда происходят перемены. Мы чаще хотим основываться на том, что нам привычно и знакомо. А здесь вот шаг за шагом для вас Вселенная раскрывает новые возможности. А мы можем, я такое предполагаю, где-то противостоять, думать. А зачем мне это надо? Да и не хочу я так. Но будьте внимательны. В нашем пасьянсе мы можем складывать крайние ряды. Маска. Имейте сами маску за пазухой. Может быть, это вы находитесь в таких условиях, когда люди с вами не совсем честны, искренни. Тут ведь знаете как? Вот эта маска может означать человека, который вам буквально поет дифирамбы, оды какие-то в вашу честь складывает. А на самом деле вы не доверяете, может быть, и чувствуете, кстати, вот, да? Вполне вероятно, вы так будете с чем-то осторожничать. Но и для вас карта говорит тоже: будь более осмотрителен. Может быть, тот, кто выражает более открыто свои эмоции, даже если это нам, ну, не всегда приятно слышать, но это более открыто. А иногда нам пытаются специально словно замылить глаза, расслабить нас, да, или ослабить наше внимание, критическое мышление. Вот, кстати, критическое мышление. Где-то вперед на ближайшие дни для вас будет это очень важно. И у нас с 23 числа Солнце в Деве. Это как раз и есть критическое мышление или осознанность. То есть это не на автоматизме надо прожить эти дни, а уделяя внимание тому, что мы делаем. Мы куда-то буквально идем. Смотрите себе под ноги. Когда вы занимаетесь каким-то делом, это тоже не на автоматизме, а нужно смотреть, что наши руки делают, или что рука пишет. Или вот, понимаете, мы должны это понимать и контролировать. Может быть, для нас где-то это непривычно, но с этого начинаются часто перемены. Или пусть это даже перемены, которые происходят внешне. Тогда для нас осознанность – это наш базис, это где-то наша защита. Значит, ляпсусов меньше каких-то мы создадим. Поэтому здесь нужно явно быть вот таким осознанным, с критическим мышлением. И, мои дорогие весы, Марс в весах. Это вот и на последующий период тоже. И здесь имеется в виду Марс, казалось бы, да, планета жизненной силы, активности, бодрости, энергии. Но в вашем знаке это где-то о чем нам говорят? Вы ведь великие дипломаты. И вы, в принципе, люди, которые очень любят гармонию. Гармонию в отношениях, гармонию, может быть, даже в окружающей обстановке. Для вас это совершенно необходимо. Я бы сказала, жизненно необходимо. И, может быть, прежде вы шли где-то на мировую или шли на этот компромисс даже с людьми в тех ситуациях, когда вы были не согласны. Так вот теперь Марс в весах приглашает вас. С одной стороны, если мы берем еще и Солнце в Деве, не застрять в перфекционизме в каком-то, а вот эту возможность быть волшебным дипломатом нужно переложить на свою жизнь. Может быть, уйти от каких-то патовых ситуаций. Или, не создав конфликта, может быть, тем не менее и для себя из какой-то спорной ситуации выйти с большими плюсами. В этом вам помогает мудрость, может быть и хитрость, кто знает, потому что маска выпадает, уже тут другими методами нам не предлагают действовать, но и одновременно дипломатия творит чудеса. Она вам помогает решить многие спорные вопросы и, может быть, даже патовые. Я надеюсь, вы меня понимаете. Смотрим, что еще у вас совпало. Пока вот я не вижу, что тут у вас еще совпадает.
Да, вот такие волшебные энергии возможностей. Ладно, пойдем дальше и спросим у колоды Таро. Неожиданности в ближайшие дни. С чем это может быть связано? Может быть, это будет какая-то новость, которую вы даже в средствах массовой информации услышите, или буквально человек вам, да, вот какой-то пакет вы получите, бумагу важную. Какие неожиданности, с какой сферой жизни они связаны? Вы знаете, вас тут что-то вдохновит. Ну, реалистом, опять же, быть стоит, мы об этом говорили. Но семерка, любая семерка, знаете, это некоторая путаница. Это правда путаница в наших желаниях. Что-то нам нравится. Может быть, мы сейчас где-то интуитивно предчувствуем, вы предчувствуете, что открывается передо мной время новых возможностей. Но как с этим взаимодействовать, пока не ясно. Поэтому замечтаться ни в коем случае нельзя. Это все то, что я говорила. И мы не можем пойти в 7 дорог света одновременно. Вам нужно что-то конкретизировать. Вот все то, что я говорила, восьмерка пентаклей, это, наверное, Солнце в Деве где-то. Ну, хотя Солнце в Деве – это у нас больше карта старшего аркана «Сила». Но по этому аркану нам говорят, да, определиться нужно, но явно нужно что-то продолжать. Карта сама, я часто говорю эту фразу: «Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения». Вот правда, есть в нашей жизни какая-то рутина. Может быть, отчасти надоело. Может быть, уже от того, что мы, ну, так подустали в этой рутине, нам кажется, света белого не видим. Но, может быть, этой рутины очень много, а вам нужно что-то центральное. Вот из 7 чаш как будто одно только что-то выбрать. И именно это продолжить. Может быть, не таков выбор прост, как бы, да, или простой, но вам тут надо явно, это в неожиданностях. Тут как раз неожиданности для вас могут открыть продолжение одной какой-то важной теме, важному вопросу, когда вы-то тут профессионал, ведь это карта профессионала, того, кто выходит на новый уровень. Поэтому было бы ошибочно все перечеркнуть буквально, что там было до этого времени вами проделано, ну и словно переключиться с нуля на что-то другое. А что это? Тут я вижу, что это вопросы делового характера. Король чаш. У кого-то, может быть, и вопросы семьи, вопросы взаимоотношений. А я бы сказала так. Вам, в принципе, мои дорогие, быть дипломатами придется, опять же, повторяюсь. Единственная карта в колоде – король чаш, который очень грамотно умеет переключаться между эмоциональным фоном, между чувствами и материализмом. Мы не можем ни первое, ни второе исключить, но если мы добавим в решение конкретных задач или тем, работы, достижений, больше эмоций, мы себе такой хаос и путаницу создадим, из которой потом будем героически выбираться или, ну, каких-то ляпсусов как раз больше и наделаем. И в обратном смысле, если мы в отношении наших близких, любимых, добавим больше меркантильности или какой-то жесткой такой прагматики, ну, вряд ли нас это сделает счастливым тоже. Поэтому переключаться между двумя сферами жизни вам, скорее всего, придется. У кого-то в вопросах работы, а у кого-то словно себя делить на личную жизнь и на ваши достижения. И это происходит, потому что как-то неожиданно развиваются события вокруг вас. Что из прошлого? Давайте спросим, в чем вы поставили точку. И уже думали, не будете к этому возвращаться, а вот оказалось запятая или многоточие. Может быть такое в вашей жизни? Знаете, день сурка может накатить, когда мы думаем, а вот мне это надо или нет. Вот правда, может быть, будут у кого-то из вас такие сложные эмоции, когда хочется всех послать подальше. Я такое допускаю. И самому словно в этой норке или в месте нашей безопасности укрыться. Может быть, мои дорогие, и какая-то тема, когда вы вроде и просчитываете что-то, а вот до конца просчитать не можете. И вам сложновато вот в эмоциональном плане переносить вот какую-то ситуацию, которая не то развивается, не то опять обратно какой-то реверанс или 2 шага, шаг назад это делает. Может быть, это и по части отношений. Но все-таки мы тут должны определиться с чем-то. Четверка мечей, я часто говорю, мы приводим мысли в порядок. А я бы сказала, э, усталость. Уставшие люди делают ошибки. Будьте внимательны. Вам нужно вот с этим критическим мышлением явно дружить, потому что еще много каких-то неопределенностей.
Может быть, и для вас будет такой момент, когда совершенно необходимо не выносить какие-то вердикты, а для себя создать как запасной аэродром или какую-то паузу. Паузу, может быть, даже, ну, давая кому-то ответ, например, да? Давайте посмотрим, для чего это, что это такое из прошлого. Это может быть связано с решениями по работе или какая-то новая ваша, лично ваша стратегия и тактика. Королева жезлов, она может олицетворять вашу энергию. И это карта того человека, который, знаете, многократно, может быть, его судьба даже словно ставила на колени, но он подымался. Или когда он прошел какой-то сложный путь, опыт имеет из проб и ошибок. И теперь он уже так вот этот опыт четко фильтрует, как он будет поступать, как нет. Но это научило не забегать вперед, не выносить рано вердикты и хранить молчание. Вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда вы будете действительно хранить молчание, чтобы создать для себя пространство для маневра или кому-то что-то, может быть, не пообещать раньше времени или не взять на себя какие-то обязательства. Но какая-то до боли знакомая ситуация явно она может у вас, может быть, как человек появился, или вы уже забыли о чем-то думать, а тут на тебе предлагают вам что-то, но вам, знаете как, вот по королеве жезлов, она ведь никому не говорит ни да, ни нет. Она уходит от ответа. Она сначала анализирует, а мне это нужно? А для меня там, ну, пусть через какое-то время вперед будет для этого продолжение или какой-то смысл, мои дорогие. И на ближайшие дни, буквально до 25 числа, мы можем себе или могли говорить просто потому, что люблю. Ну вот что-то такое, знаете, возвышенное, доброе, может быть, и экзальтированное, почему нет? Но, наверное, Венера, когда входит в знак зодиака Лев, и вот Венера во Льве – это, знаете, такое своеобразная конкретика, когда мы понимаем, что, ну, замечтаться-то мы можем, а зачем нам это нужно? Но может точно так же нас ставить перед каким-то выбором. Поэтому самое главное – не навредить самому себе. Вот давайте узнаем, что в личной жизни для вас. Есть какая-то, вот я вижу, если мы спросили, какая история, в которой вы поставили точку. Может быть, вы тут будете что-то передумывать, или это будет связано с тем, что ну, какая-то тема вами не завершена. Может быть, вы бы и хотели какого-то продолжения. Все зависит, тут у каждого будет по-своему, что же в реальной жизни происходит. И есть смысл, в принципе, продолжать или нет. Ну, личная жизнь, давайте узнаем, энергия. А нам тут говорят, закрывай в прошлое дверь. Понятно, что это, допустим, если в вашей паре все хорошо, если, ну, нет вот каких-то сложностей, да, это будет все так продолжено. Тогда десятка мечей будет говорить, не вспоминай своему партнеру прежние разногласия. Наоборот, что-то проясняй. Может быть, откровенные беседы тут нам помогают. Но потом уже, это, знаете, как табу, и мы к этому не возвращаемся и не начинаем перемалывать что-то старое. То есть мы все-таки закрываем в прошлое дверь. А если это касается отношений, которые, знаете, как качели, то вперед, то назад. Или когда вас кто-то пытается, ну, как заложником этих отношений. Вчера исчез, сегодня появился. Причем так, без обязательств, без, ну, обещания, может быть, и есть, а потом это какая-то неразбериха, путаница. Тут тоже закрывай в прошлое дверь. Ну, давайте мы посмотрим, а что это, с чем это связано. Тут, знаете, и не препятствуйте тем, кто пытается уйти из вашей жизни. Провожайте. Здесь вы во власти Вселенной, во власти судьбы. Иногда этот аркан правосудия прописан во многих картах Таро как закон кармы. Все, с чем вы сталкиваетесь или столкнулись в личной жизни, это было неспроста. Это какая-то ваша и миссия есть, мои дорогие весы. И здесь есть ли что-то как пространство. Ну, завершает. Пусть оно завершится, и провожайте это. Но поверьте, если что-то и пытается вернуться, вполне вероятно, вам нужно что-то додумать. Или пусть я такое допускаю. У кого-то это могут быть, ведь мы все разные, у кого-то могут быть и судебные дела, да, или какие-то разбирательства. Значит, вам это тоже нужно как-то красиво завершить. Может быть, согласование сделать. У кого-то была семья, остались нерешенные вопросы.
по части жилья, по части финансов, вопросы с детьми, да, то есть вот тут, ну, у каждого по-своему. Значит, даже если эта тема к вам в жизни возвращается, вы должны привести к какому-то знаменателю, то, что по закону всегда эта карта причина и следствие. Поэтому, может быть, у кого-то из вас, кстати, вопросы, которые касаются жилья, даже в вашей паре все хорошо, вы будете тут что-то передумывать. А у кого-то, вот смотрите, мы все же разные. Аркан влюбленный в этой карте будет говорить, что да, с одной стороны это выбор, но для кого-то это будет как финал в отношениях, который вы сами можете, кстати, завершать. Но точно так же и возвращение, может быть, с разными или по разным поводам, причинам какого-то человека. Я могу действительно такое допустить. И вы как можете и продолжить, кстати, ваши отношения до того момента, пока не будет установлен какой-то баланс, или не будет подписан какой-то документ, или не будет, ну, для вас более какая-то ровная, прямая дорога, да, или траектория, назовем это так. Два старших аркана говорят о том, что здесь все-таки по аркану влюбленной в этой колоде двое, именно как любящие сердца, потому что руки перевязаны красной нитью. Ну вот есть какой-то с вами, у вас точнее, контакт с человеком, мы смотрим на личную жизнь, который знаковая персона в вашей судьбе. И пусть даже не всегда эти люди до конца наших дней будут с нами рядом, бок о бок. Пусть этот человек пришел какой-то период нашей жизни, мы вместе с ним провели, но судьбоносность определенно есть. Какие-то делаете вы выводы, стоит что-то продолжать или нет. Вот здесь просто у каждого будет по-своему. Но у вас сильная позиция, мои дорогие. Ладно, давайте посмотрим на ваши достижения. Это вот как раз карта сила или критическое мышление, солнце в деве, как я говорила. Пусть в этой колоде нам изображен мужчина. Чаще в колодах Таро это женская сила, поэтому, мои дорогие девочки, это вы будете привлекательны, словно магнит для противоположного пола. И я такое могу представить, что кто-то захочет или будет искать с вами встречи, возможности познакомиться поближе, но мы смотрим на сферу достижений. Вы сейчас обладаете магнетизмом. Это я пока про девочек. И вы можете благодаря этому факту некоторые вопросы, которые касаются ваших достижений, решить намного проще. Потому что приковано к вам внимание. Мои дорогие мужчины, вам потребуется дипломатия. Карта силы в первую очередь и энергетика, как у мага. Но это даже касается всех абсолютно. Приготовьтесь к тому, что действительно вашу дипломатию придется в ближайшие дни переложить на более правильные рельсы, использовать так, чтобы вы, выходя из каких-то ситуаций, может быть, даже сложных, вышли вместе с большими бонусами. Здесь нужно максимально для себя сделать что-то, может быть, и мудро, может быть, и хитро, и с большим плюсом. И у вас для этого, вы, как знаете, руководите процессом. К вам приковано тоже где-то внимание. Может быть, потому что ваш аналитический ум может решить какие-то сложные задачи. Все-таки карта силы. Но не все однозначно нам говорят по этой карте. И как будет дальше развиваться, тоже мы спрогнозировать на 100% никак не можем. Поэтому будьте осмотрительны. С учетом аркана правосудия вообще на пару шагов просчитывайте. Может быть, и не стоит, вот я говорила по аркану, да, вот какая-то история, которая из прошлого к нам может вернуться. Здесь будьте внимательны и что-то продолжая, или подписывая опять же какие-то документы, или беря на себя обязательства, или что-то даже обещая, потому что мы не должны себя словно обесточить или создать для себя какую-то ненужную проблему, которая сейчас может быть не видна, а через какой-то период времени, уже в будущем, она для нас, знаете, как всплывет неожиданно, и нам придется все бросить и переключиться как к прошлому. Вот в этом нюансе будьте внимательны. Хорошо, что там по деньгам? Хотя нам сказали, денежки будут. Да, вспомните. Или прокрутите все то, что я сказала.
по части пасьянса цыганского старинного, что даже те деньги, которые задерживались, они к нам приходят. Или когда меняются системы взаиморасчета. Старший аркан колесница. Тут многое, что будет меняться. Посмотрите, мои дорогие весы, вот как будто в прошлое, вот как этот погост, темный, мрачный, все, что могли, вы уже сделали. Оставляйте все как есть. Не пытайтесь что-то отшлифовать до блеска. Просто нужно что-то оставить. Время как будто пришло по аркану правосудия. И у кого-то это совершенно новое, вот с учетом аркана влюбленная, это совершенно новая как траектория жизни, стезя жизненная. Или, ну, знаете, как судьба для вас совершенно другой фарватер может открывать. Мы можем чувствовать себя на выборе, поэтому максимально привести в порядок все свои дела, документы, я бы так сказала, было бы не лишним. Но посмотрите, какие старшие арканы шикарно у вас выпадают. Влюбленный, сила, колесница. Здесь, мои дорогие весы, у вас может решаться сразу много вопросов. И по части вашего переезда. В плане прогресса, откуда к вам приходят деньги, может быть, и приходится что-то изучить или доизучить, правда, я это предполагаю. Вы чего-то явно не знаете, или вы еще не сумели адаптироваться к тому, что меняется. К этому тоже придется еще адаптироваться, и, может быть, через изучение. Или какие-то поездки, перемещения. Приготовьтесь к тому, что для кого-то работать из любой точки мира будет такая возможность, и, может быть, уже есть такое ваше желание. Для кого-то работать в интернете все-таки аркан колесница, пространство, эфир, интернет, вселенная, да, тут вы можете стать популярными, мои дорогие, причем, так, знаете, даже если у вас, допустим, личное дело, личный блог, вы что-то такое ведете, опять же, посредством интернета, вы можете за очень короткий срок стать популярными, и тогда это будет обуславливать вашу какую-то финансовую стратегию, тактику, или приносить буквально вам деньги. Я бы сказала, все то, что связано даже посредством интернет, напрямую. Мы ведь смотрим на деньги, и тут вам деньги выпадали. Явно вы видите совершенно новые перспективы в каком-то новом деле. И вы знаете, я бы сказала, люблю эту карту, ведь это карта успеха и жизненного драйва, активности. Может быть, и есть те люди, персоны, которые пытаются вас на какую-то паузу поставить или увлечь в какие-то прежние взаимоотношения. А нам говорят, отпускай. Тебе отсюда только вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, хотя кто-то поедет. Может быть, будет вообще в ближайшие дни много встреч, перемещений, каких-то контактов, разговоров, переговоров. Будьте к этому готовы. Посмотрите, то для вас какой-то очень интересный, добрый сюжет складывается. Но для этого не надо притягивать за уши что-то из прошлого. Тут и так что-то из прошлого, правда, может к вам вернуться. И для кого-то это будет своего рода, когда вам нужно определяться, вы можете прочувствовать, как будто я в тупике. Так вот, с этим придется разобраться. Но нам все равно говорят, тебе отсюда только вперед. И, может быть, в каком-то скоростном режиме. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. Я благодарю за вашу помощь, за вашу поддержку. Спасибо, что смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.